Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Хочу рассказать одну историю. Жила одна женщина в маленькой деревушке. Много работала, растила 4 детей вместе с нелюбимым мужем, старше ее на 15 лет, в ужасной нищете. Женщине не то что духи и косметику себе, теплую одежду детям не на что было купить. И вот однажды, когда ей было уже за 50, решила вдруг она вспомнить о том, что когда-то была красива и мечтала быть счастливой, любимой и любящей. Собрала женщина остатки былой красоты, немного пошаманила, чтобы появился блеск в глазах, сделала себе селфи и попросила соседку снять себя со стороны. Зарегистрировалась женщина на сайте знакомств и через пару лет переписок нашла таки то, что искала. Теперь живет она не в маленькой деревушке, а в Берлине. Замужем она за бывшим россиянином, который эмигрировал по еврейской линии. Мужчина оказался щедрым, любящим, и живет женщина в свои 58 лет так, как никогда не жила. Не работает, покупает себе новые наряды, ходит по косметологам, а муж ее даже взрослым детям, любимой жены, рад помочь. Мораль такова: никогда не поздно взять ответственность за свою судьбу в свои руки. Что делать, если ты несчастлива в браке или одинока? Рецепт один. Полюби себя. Начни с малого, позволь себе делать то, что хочешь ты, а не то, что ждут от тебя другие. Подумай, что ты хочешь от жизни. Проверь свое желание на истинность, ложность. Твое ли оно или просто дань общественному мнению? И вперед за исполнением своей мечты. Даже активные бабульки с дедульками в очереди к врачу знакомятся. Сидит себе приятный, чистенький старичок, а кокетливая бабушка его о здоровье расспрашивает. Косвенно про наличие жены узнала. Выяснилось, что вдовец дедушка. Вот и я вдова. Хотите, запишите мой телефон. Сходим вместе в театр, говорит бабушка. Я по театрам не ходок, а в парк или на природу съездить можно. И машина имеется, отвечает дедушка. И неважно, сложится у них или нет на этот раз. Главное, сделан шаг навстречу друг другу. А вот другая история. Молодой человек, Леня, рассказывал о том, что, овдовев, его дедушка нашел себе новую бабушку и встретил у нее в продуктовом магазине. Бабушка достаточно странная, ведет себя как ребенок, нелепо одевается, делает все невпопад. Куда лучше правильная и хозяйственная дедушкина соседка по даче. Я бы ее бросил, да только она без меня пропадет. Так дедушка оправдывается перед внуками, которые считают его выбор, мягко говоря, не совсем удачным. Думаю, дело в том, что дедушка выбрал именно такую нелепую пожилую даму, потому что хочет о ней заботиться и считает, что может быть для нее опорой. Покойная первая жена дедушки, наоборот, была авторитарной и властной. Быть рядом с серьезной, настоящей правильной бабушкой, скорее всего, можно, если дедушка рядышком с бабушкой много лет вместе. А если это новая пассия, желательно, чтобы она была молода, если не телом, то душой. Вспомните известных или обычных женщин, которые находят себе пару в преклонном возрасте. Все они, как правило, немного экстравагантны. Обычно это женщины с очень сильным внутренним ребенком. Они умеют радоваться жизни в любом возрасте, верят в чудеса, ведут себя не как бабушки. Внутренний ребенок позволяет им верить и действовать в любой ситуации, в то время как критикующий родитель отбивает охоту внутренним радио. В таком возрасте женщина никому не нужна. Сайты знакомств не работают. Внутренний ребенок отвечает «за хочу», внутренний родитель «за надо», внутренний взрослый «за могу». Взрослый – это самое осознанное состояние. Конечно, всегда и во всем лучше баланс, чем бесшабашная вера. Если внутренний ребенок совсем не обуздан,
Он будет пренебрегать традиционным лечением в пользу БАДов, мечтать в 60 лет о молодом олигархе, носить шляпу с райскими кущами. Верите ли вы в женское счастье в 70+? Так вот, эта женщина – свекровь одной моей знакомой. Приятельница давно разошлась с мужем, а со свекровью дружит по сей день, потому что та заряжает бывшую невестку позитивом. Я была наслышана об этой необыкновенной женщине и представляла ее высокой, стройной и статной, похожей на английскую королеву, или, как минимум, на Эдиту Пьеху. Валентина оказалась невысокой, полноватой женщиной, неброской внешности. Единственное, что было удивительным, это молодые горящие глаза на ухоженном лице с аккуратным макияжем и современной молодежной стрижкой. А еще ухоженные руки, маникюр и никакой бабушачьей одежды. Джинсы, которые удивительно ладно сидели на полноватых бедрах, молодежная курточка, кроссовки выдавали спортивный характер дамы и тщательно скрывали возраст, который был далеко за 70. Я знала, что Валентина, молодоженка, совсем недавно вышла замуж 4-й раз, а познакомились они на танцах. Причем это был не танцевальный вечер для тех, кому за, а настоящая танцевальная студия для пенсионеров. При этом муж моложе почти на 10 лет. Скептики сразу начнут искать в этом союзе корыстные намерения. Однако у каждого из этой пары есть своя квартира. В одной живут, а другую сдают. Зато у них много общего. Оба активные, любят танцевать, даже гастролируют вместе со своей студией по разным городам. Почему он не выбрал женщину помоложе? Наверное, просто понравилась именно Валя, такая позитивная, активная, заводная и даже хулиганистая. Эта история познавательна для тех, кто повторяет вслед за Станиславским «Не верю в личное счастье для себя». Разумеется, нам воздастся по вере нашей. Однако можно веру возродить, направив депрессивную разрушительную энергию в мирное созидательное русло. Ведь, как известно, две верных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. А у тех, кто мыслит позитивно, подруг 3 – вера, надежда и любовь. Как только появится вера, забрежет надежда на новую любовь. И да будет так, ведь вера – это главная артерия жизни, и она творит настоящие чудеса. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Возможно ли любовь в зрелом возрасте? Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное. Ссылка будет в описании к видео. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!